По совокупности разных причин очень давно я не снимал никаких роликов. А поделиться было и есть чем. Очень много чего хочется рассказать, показать. Но еще много интересного у нас впереди. Меня зовут Сергей, вы находитесь на канале Flomals. И здесь мы вместе с вами учимся содержать и ухаживать за животными. И не только. Так как очень давно не было видео, я хочу начать новый ролик после такой большой паузы с обозрением всех своих аквариумов. А у нас их от 30 до 600 литров. Много чего можно показать и рассказать. Подписывайтесь, чтобы следить, как мы ухаживаем за каждым из них. А сейчас мы вкратце расскажем и напомним, как выглядят наши аквариумы, что мы стремимся сделать в каждом из них и в каком находится состоянии они сейчас. Что ж, перейдем к первому аквариуму, и это 30 литров. Здесь у нас из населения остались только гуппи, которые просто расплодились, я не знаю, как, уже не знаю, раздаем их и дарим, и что только не делаем, а они продолжают бурно множиться. Это уже надоедает. Вот, это все, кто остался из населения. Ну, еще улиточки ползают, неритины. И одна, по-моему, креветка вишни где-то там в кустах спряталась. Все, больше никого не осталось. Вот. Это вот первый наш аквариум, который маленький объемчик, 30 литров. С него как бы и начинаем. Из населения, то есть вот эти вот, из растений. А из растений здесь у нас тоже немножко все так грустненько. Ну, не совсем, но хочется еще больше пышности и радости, как говорится. Вот. Переходим к следующему аквариуму. Переходя к этому 80-литровому аквариуму, хочется сказать, что в нем вообще никто не живет. Здесь мы его используем в редких случаях. Закидываем какую-то отстриженную травку, закидываем каких-то рыбок, которым надо там передержать там, в связи, там, я не знаю, болезни или еще чего-то. В общем, этот аквариум, даже нечего о нем рассказывать, как говорится. Так что идем дальше. Следующий наш аквариум это 450 литров. Здесь у нас из жильцов погибли все гурами. Там, не знаю, возраст или их тут загоняли, потому что севером, если честно, рыбка, которая мне не очень нравится, очень стрессовая. Вот сейчас мы их недавно кормили, они здесь набаламутили, просто безумное количество мути подняли. Очень пугливая, очень долго привыкает, когда за ней наблюдаешь, чтобы она вот выплывала и начинала с тобой как-то контактировать. На это уходит очень большой промежуток времени, и это не очень интересно. Возможно, мы здесь заменим эту рыбу, но это не точно. Что еще у нас тут в этом аквариуме? Мы убрали один из камней, который занимал вот это вот пространство. Он стал страшно надвисать над стеклом аквариумным, и это нас стало немножко напрягать и пугать. Чтобы этого не было и чтобы мы чувствовали себя комфортно, мы его оттуда убрали. Появилось больше места для плавания рыбок, и это только плюс на самом деле. Я не считаю, что мы в чем-то проиграли. Наоборот, даже выиграли. Что хочется сказать из замены или подмены здесь еще, что произошло? Вот то, что мы здесь делали. Меняем водичку, наслаждаемся приятным зрелищем данного аквариума 450 литров. Прекрасный аквариум, прекрасные жители. Вот севером только немножко нас напрягает. Следующий наш аквариум это 600 литров. Здесь ничего особо мы не меняли. Здесь нас покинули два астронотуса. Один выпрыгнул, но у нас никого не было дома. И когда мы приехали уже поздно вечером с работы, мы не досчитались одну рыбку, стали вокруг все смотреть и нашли ее на полу, она уже, к сожалению, была мертва. Причина, почему такое произошло, мы не знаем, потому что и как бы таких моментов замечено не было. Что тут еще? Мы копошились в фильтре. Мы об этом обязательно снимем ролик. Когда будем мыть и промывать фильтра, мы обязательно покажем, что мы поменяли, что мы убрали, что мы добавили. Вообще расскажем, где мы заказали губки для флювала 6. В общем, будет очень интересно. Подписывайтесь, не пропустите это. Какие еще были здесь изменения? Ну, пожалуй, больше никаких. И вот мы дошли с вами до следующего аквариума, самого, наверное, катастрофического, самого
я не знаю, как назвать, просто приносящую боль нашему сердечку, как говорится. Здесь произошло все, что может произойти, наверное, плохого с аквариумами. Здесь у нас вышел из строя сначала фильтр Тетра 1200, который сначала потек, мы его отремонтировали, он снова потек. В общем, закончилось тем, что там все-таки накрылся насос, и он полностью перестал работать. Мы лишились данного фильтра. И осталось здесь только Тетра 300, который продолжает работать и трудиться на весь этот объем. Потом здесь лопнуло стекло. И сейчас, вот видите, набрано меньше, чем половина, и рыбки здесь мучаются. Так что здесь очень много работы, которые мы будем делать. Покупать новый аквариум. В общем, проект, который мы так долго и тщательно снимали, с каждого прям шага, как говорится, как мы выбирали рыбку, как мы думали, как его спланировать. Все это есть на нашем канале, можете посмотреть эти видео. То есть здесь было все пошагово, как мы запускали, закупали рыбку, сажали растения, все. И все это придется делать заново. С одной стороны, конечно, это все интересно, и много что будет интересного, соответственно, снято по этому поводу. То есть, как бы все заново. Заново запуск, заново постройка всего аквариума. Будем все снимать пошагово, очень интересно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить это. Ну а сейчас вот видите, в каком плачевном он состоянии. То есть слезы и боль наша вся вот в этом аквариуме. Какие планы по этому 80-литровому аквариуму? Да нет никаких планов. Вот он есть и есть. Можем в любой момент слить, как говорится, и убрать его. Ну вот как бы мы ему не уделяем никакого внимания. То есть свет, подмена и не более ничего такого. Никаких планов по этому поводу у нас нет. Если возвращаться к 30-литровому и сказать, какие у нас планы, то много роликов на нашем канале, где мы про него рассказываем и показываем, и делимся тем, что мы хотим с ним сделать. Можете посмотреть у нас на канале. На самом деле большие планы, также они продолжаются. Все так же мы хотим внизу пустить газончик, запустить СО2, чтобы среди камней спускались тоже какие-то растения, возможно там куба или еще что-то наподобие. Соответственно, вот такие вот грандиозные планы. Присоединяйтесь, чтобы посмотреть и следить, как мы все это будем менять и усовершенствовать. Хотим поменять цвет, поставить лилипайпы. В общем, большие планы. Будьте вместе с нами, чтобы все это увидеть. Что еще мы хотим в этом аквариуме сделать? Это подсадить креветочек, добавить, потому что одна креветка в поле не воин, как говорится. Мы хотим здесь поменять население, но не полностью, убрать гуппи прям по максимуму. Прям вот максимальное количество их убрать, оставить вообще, можно быть сказать, одних мальчиков, потому что они красивые, разноцветные, приятные, маленькие. Девочки здоровые и плодятся. Вот и все, что можно сказать по этому поводу. Вот, каких-то сомиков добавим. То есть, ну, по жителям мы здесь прям потанцуем, как говорится, в разнообразии. Так что вот следите, чтобы увидеть, кого мы заселим, кто будет здесь новые жители, и как они будут здесь обосновываться в этом аквариуме. А мы переходим к следующему аквариуму. Вернемся к 450-литровому аквариуму, который мы уже с вами смотрели. Что хочется рассказать, что мы планируем с ним сделать. Ну, если кто-то видел из наших видео, кто нет, посмотрите на нашем канале видео. Мы здесь очень стараемся и пытаемся, не бросаем надежду, высаживаем растения. Очень хочется зелени в этом аквариуме, чтобы приятно было наслаждаться этим аквариумом еще больше. Вот. Но у нас из этого ничего не получается. Рыбки рвут, терзают эти растения, просто как дикие собаки. То есть попытки все наши были тщетны. Но мы не бросаем эту надежду и все-таки подумаем насчет того, как это преобразить. Возможно, кстати, если мы уберем северумов, такой проблемы мы лишимся, и растения будут здесь все-таки высажены. Также здесь у нас очень жесткая вода, и растения как бы, ну, такие прям загибаются. Рыбкам, северумам и цихлидам, в принципе, прям хорошо жесткая вода, а вот для растений не очень. Как-то надо здесь найти вот этот баланс, может кто-то подскажет. В общем, такие вот планы по этому аквариуму. Если у кого-то есть... мы еще, если кто-то помнит, мы все никак
не приклеим задний фон, а в планах это тоже есть. То есть вот такие вот планы у нас. Если у вас есть какие-то предложения по этому поводу, пишите, подсказывайте, подписывайтесь, чтобы вот наблюдать за данным аквариумом в его красоте и его изобилии крупных и шикарных рыбок. Возвращаясь к 600-литровому аквариуму, хочется добавить, что какие планы у нас на него. Мы подсмотрели на одном канале, как высаживают иву в аквариум. И мы хотим здесь провести этот эксперимент, то есть посадить иву, посмотреть, что из этого вырастет. Получится у нас или нет, следите, подписывайтесь, чтобы узнать об этом. Нам очень интересен этот проект. Ну и убрать вот эту прекрасную акулу или нет. Что вы нам посоветуете? Напишите. Потому что, если честно, ну, она нам очень нравится. Она такая уже здесь, как бы сказать, так долго с нами живет, прям родная-родная. Но размеры у нее внушительные. Она, конечно, прям приятно. Очень приятно. 600-литровым аквариумом все. И возвращаясь к данному аквариуму, нашему плачевному, какие планы? Планы очень простые. Сначала мы закупаем аквариум, потом заново обеспечиваем фильтрацию. В общем, будет данный проект запускаться заново. Очень много чего будет интересного. Вы знаете, что делать, чтобы это все не пропустить. Рыбки, население, растения. В общем, все-все-все. Что еще хочется добавить? Вот вы увидели обзор всех наших аквариумов. 30-литровый, 80-литровый, 100. Здесь где-то примерно 180-литровый, 450-литровый, 600-литровый. Мы рассказали все свои планы. Сами понимаете, будет очень много чего интересного. Очень мы уже в нетерпении снимать каждый шаг. Начнем, наверное, с закупки аквариума и запуска, потому что здесь уже прям нельзя терпеть, надо быстренько этот вопрос решать. 30-литровый закинем новых жителей, потому что тоже там хочется наблюдать за красотой. Вот такие большие и грандиозные планы у нас на данный момент. Подписывайтесь, будьте вместе с нами, наблюдайте, изучайте, подсказывайте, мы все это ждем, пишите нам какие-то идеи, какие-то подсказки, мы прям ждем. Вот мы вам показали все наши аквариумы, как они сейчас выглядят, рассказали о наших планах. Подписывайтесь, чтобы не пропускать, как мы все будем менять и как мы будем стремиться, чтобы усовершенствовать все это. Все будет очень интересно, тем более, понимаете, новый проект, новые заселения. Ну, в общем, очень всего массово будет интересного. Любите природу. Всем всего хорошего.